Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». Удивились бы вы, если бы узнали, что многие из вас, вероятно, ели сырые яйца, даже не подозревая об этом. Многие распространенные продукты, такие как гоголь-моголь, домашнее мороженое, настоящая заправка «Цезарь», соус айолли, голландский и шоколадный мусс содержат сырые или слегка приготовленные яйца. И давайте не будем забывать сырое печенье и тесто для торта, которым большинство из нас, вероятно, баловалось не раз. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему отказываются есть сырые яйца. Может ли употребление сырых яиц вызвать сальмонеллу? Идея есть сырые яйца пугает многих людей, потому что наши опасения по поводу отравления сальмонеллой на протяжении многих лет усиливались средствами массовой информации и обеспокоенными родителями. Хотя некоторые сырые яйца и заражены сальмонеллой, на самом деле это не так распространено, как вы думаете. Если выбирать сырые яйца из местных надежных источников, ваши шансы заболеть значительно снизятся, и вы получите множество важных питательных веществ. Вот 7 преимуществ сырых яиц. Первое. Сырые яйца содержат белок, который помогает нарастить мышцы. Всего в одном яичном желтке содержится примерно 6 граммов белка. Белок, как вы знаете, является одним из основных макроэлементов, которые необходимы нашему телу и разуму для жизни и процветания. Каждая часть вашего тела состоит из белка, и он важен не только для структуры, но и для функционирования химических реакций в нашем организме. Белок важен для нас, чтобы организм мог производить новые клетки и восстанавливать существующие, если они повреждены. Второе. Сырые яйца содержат больше антиоксидантов. Когда яйца готовятся, их питательная ценность снижается. По этой причине сырые яйца содержат больше питательных веществ, чем приготовленные. Одна из этих групп питательных веществ – антиоксиданты. Сырые яйца содержат больше лютеина, чем их приготовленные аналоги, фактически на 30%. Эти ферменты важны для борьбы с воспалениями во всем организме, поскольку они помогают нейтрализовать разрушительные окислительные процессы. Питательные вещества также имеют решающее значение для здоровья глаз и предотвращения возрастной дегенерации желтого пятна. Третий пункт. Сырые яйца содержат больше холина. Сырые яйца содержат на 23% больше холина, чем вареные. Холин является питательным веществом, важным в структуре клеточной мембраны, а также жизненно важным для правильного функционирования нервной системы. Исследования также установили, что холин является одним из лучших средств для сохранения памяти, поэтому крайне важно обеспечить его достаточное количество в рационе. Четвертое. Сырые яйца содержат больше цинка. Было обнаружено, что сырые яйца содержат на 19% больше цинка, чем приготовленные. Этот материал выполняет множество важных функций, в том числе укрепляет иммунную систему, чтобы лучше предотвращать и бороться с болезнями, а также поддерживать нервную систему. Дефицит цинка связан с повышенным уровнем воспаления, которое опасно для всех систем вашего тела. Пятое. Вы получите больше витамина D. Содержание витамина D на 36% больше в сырых яйцах, чем в вареных, хотя большую часть этого витамина мы получаем от солнечных лучей. Обычно люди предпочитают есть только белок, откладывая в сторону желток, который является самой питательной частью яйца. На самом деле очень важно употреблять яйцо целиком, а не только его белковую часть, так как яичный желток богат витамином D. Но не пытайтесь получить суточную норму витамина D, поедая одни лишь яйца. 3 целых яиц вполне хватит, чтобы поддерживать ваше здоровье. А те, кто беспокоится об уровне холестерина, могут использовать соотношение 3 к 1, 3 яичных белка к 1 целому яйцу. Употребление цельных продуктов питания, особенно в холодные зимние месяцы, поможет вашему телу восполнить то, что солнце не может обеспечить. Витамин D важен не только для здоровья костей, но и для здоровья вашей иммунной системы. Шестое преимущество. Вы будете есть больше омега-3 жирных кислот. Когда дело доходит до содержания омега-3 жирных кислот, сырые яйца превосходят вареные на 33%. Омега-3 имеют решающее значение для оптимального здоровья сердца и мозга, и большинство людей не едят их в достаточном количестве. Сырые яйца также содержат на 33% больше докозагексаеновой кислоты, чем вареные яйца.
Это тип жирной кислоты омега-3, которая жизненно важна для здоровья мозга, и в том числе для его развития, а также для здоровья глаз. Седьмое преимущество – сырые яйца легко перевариваются. Сырые яйца намного легче усваиваются пищеварительной системой. Это преимущество делает их идеальными для людей с чувствительным желудком. Итак, если вам сложно есть вареные яйца из-за проблем с пищеварением, вы можете обнаружить, что употребление их в сыром виде делает процесс более плавным, с большим количеством питательных веществ к тому же. Теперь поговорим, какие же возможные риски содержат сырые яйца. Как уже упоминалось, сырые яйца могут быть переносчиками сальмонеллы. В некоторых сырых яйцах также можно найти и другие бактерии. Однако, по оценкам ученых, только одно яйцо из 20 тысяч фактически заражено бактериями сальмонеллы. Многие люди очень боятся заразиться сальмонеллой от сырых яиц, хотя такой исход событий очень маловероятен. Многие случаи заражения спровоцированы тем, что куры растут в антисанитарных условиях и неестественной среде. Если же куры растут на свободном выгуле и органической пище, процент заражения становится значительно ниже. Поэтому людям, употребляющим сырые яйца, стоит держаться подальше от выращенных на фабриках сортов, как по соображениям собственного здоровья, так и по гуманным причинам. Также важно отметить, что вы можете избегать сырых яиц, если у вас ослабленная иммунная система, поскольку ваше тело в таком случае не способно бороться с бактериями. Если вы не уверены в том, как сырые яйца могут повлиять на конкретное состояние здоровья, на всякий случай посоветуйтесь со специалистом. Так как же выбрать яйца, которые лучше всего есть в сыром виде? Не существует этикетки, гарантирующей, что яйца не содержат бактерий. Хотя яйца, сертифицированные как органические, особенно если куриные стада небольшие, могут быть более безопасными, чем другие. Лучше всего найти ферму с хорошей репутацией, если возможно на местном уровне, с небольшим стадом и производством сертифицированных органических яиц. Посетите ферму, если можете, и поговорите с владельцами о том, сколько места у кур, сколько времени они проводят на улице и из чего состоит их рацион. Вам нужны яйца от здоровых, счастливых, упитанных кур, у которых будет достаточно места, чтобы клевать и есть их естественный рацион. Может потребоваться небольшое исследование, но яйца того стоят. Как правильно употреблять сырые яйца? Всегда выбирайте сырые яйца из экологически чистых источников. Перед тем, как съесть сырое яйцо, промойте скорлупу теплой мыльной водой и хорошо ополосните. Это гарантирует, что бактерии на скорлупе будут уничтожены. Убедитесь, что яйцо свежее, желток и белок должны быть твердыми, без странных запахов. Белый цвет может быть мутным, и это нормально. Но если у него розовый оттенок, его лучше выбросить, так как это признак бактерии. Напишите нам в комментариях, едите ли вы сырые яйца, и если нет, то почему. А на этом наш выпуск заканчивается. Всем до свидания и до новых встреч на просторах нашего канала.